Ребята, всем привет, с вами Сашка Япончик. И сегодня мы с семьей собираемся ехать с палаточкой. Мы уже вот тут собрались на выходные с ночевкой на природу. Поехали с нами, я вас приглашаю. Поехали, ребята. Вот мы собрались, у нас жара около 30 градусов, но очень жарко на самом деле из-за того, что солнце очень шпарит. Жарко и влага очень высокая, дышать нечем. В общем, поехали, ребята, садитесь рядом. У нас одно место есть для вас. Поехали. Этот палаточный лагерь называется Онбара Коген Ото Кемпинг. И находится он в префектуре Окаяма, примерно 200 километров от Кобе. Сначала я зайду в комбини, куплю себе что-то пожевать, потому что с утра еще ничего не ел, как бы. Вот мы остановились в комбини. Что такое комбини, ребят? У меня здесь будет ссылка вверху. Посмотрите, есть видео про то, что такое комбини. Так, что у нас есть? Есть уникири. Вот возьму себе соевый соус, тунец, майонез. Вот такой вот. Я даже здесь. PayPayです。Ай, ариато гозаимасу. Все, ребята, а теперь поехали дальше. Заехали немножко перекусить. Сейчас посмотрим, что здесь находится. Это какая-то такая парковка придорожная, типа кафешки какие-то. В общем, сейчас посмотрим. Немножко дождь моросит. Не знаю, посмотрим, как сегодня с палаткой получится у нас. Дождик моросит, погода вот такая вот, как видите. Некоторые у меня спрашивают в комментах, значит, всегда ли такая погода? Нет, конечно, не всегда. Но сейчас вот такой вот сезон, что очень часто дожди. Летом вообще очень часто дожди. Но вообще, как бы Япония, если сравнивать с Одессой, то да, конечно, дожди чаще. У нас может лить дождь там неделю, там, допустим. Вот. Ну вот в этот раз, кстати, на неделю вроде дождь включили. В общем, идемте посмотрим, что там есть. Какие-то вот такие эти тряпки развешенные. Это, скорее всего, дети рисовали. Очень похоже на то. Что-то тут такое непонятно. Что это? Грибочки сразу. Они дают на пробу. It's like shiitake mushroom and matsutake っていう、you know? 松茸って。よかったらどうぞ天ぷらで食べてみてください。Шиитакеですかね? しいたけときのこ、またけ。 Смотрите, это значит грибы, вот эти шиитаки, знаете, японские грибы. Они в таком, значит, типа в кляре пожаренном. Вот дают нам на пробу. Вот она их продает, значит, продает на пробу. Также здесь есть чеснок, смотрите. Чеснок, вот какой-то он жареный, в углях, не знаю, пережаренный, по-моему. Сейчас я тоже попробую. Сначала этот шиитаки. Очень дешево. Грибы очень вкусные. Реально, вообще шиитаки мне нравятся. Те, кто никогда не ел, попробуйте.
Ниннику и деска. どうぞニンニクもどうぞどうぞどうぞ Why it's burnt? Or? なんかなそれヘルシーフードなんだけど時間かけて作るんですよね。そうです蒸すんだったかなお姉ちゃんライスチン炊飯器の古いやつに4週間うちは入れた。 В общем, ребята, смотрите, это чеснок. Значит, они его готовят 4 недели. Посмотрите на этот цвет вообще. Он такой цвет, как угольки я вообще изначально подумал. Оказывается, 4 недели они его готовят. Это очень типа полезно для здоровья, вот сказали. При какой-то температуре, то есть не сильно высокой, оно готовит на пару вот 4 недели получается. Давайте я попробую уже, что говорить, не знаю. Самому интересно очень. Запах такой, типа такой, знаете, запах, как будто вот чеснок долго лежал, короче. Но не запах испорченного чеснока, то есть он пахнет, он не воняет. Ой! Оно такое, знаете, очень мягкий чеснок. Я думал, это твердый, как уголек. А оно такое, как, знаете, как сухофрукт, как сухая какая-то это. Он сладкий. Ничего себе. Я думал, будет какой-то специфический вкус, а он сладкий, представляете, сладкий такой вот, что-то похоже на сухофрукт какой-то вот. Вот так они грибы жарят. Так, идемте дальше посмотрим. Посмотрим дальше, что тут находится. При входе сразу же можно хренак с этим. Что-то хочется опять перекусить. Так как мы сегодня шашлык вообще готовим, поэтому я не хочу сильно сейчас наедаться, поэтому что-то такое именно разовое что-то попробовать. Посмотрим, что здесь всякие фрукты, смотрите, слива, ребята, слива раз, два, 6 штук стоит 200 йен, $2 слива, и это в деревне. Помидорки 280 йен, 5 штучек помидор 280 йен, то есть $2,5 примерно. Вот, смотрите, мясо и рыбка. Рыбка, что это за рыбка, я не знаю. Наникуре? Вот это вот амаго, помните, вот, которое я кушал, вот когда ел набе. Две вот такие рыбки стоят 560 йен, то есть $5,5. Также вот здесь еще какой-то лед там. Вот также мясо дикого кабана, смотрите. Вот это уже интересно становится. В таких деревнях, на придорожных вот таких магазинах часто вот продается что-то такое необычное, типа как мясо дикого кабана. Просто в обычном супермаркете такое не купишь. Значит, стоит 1600 йен. Это получается где-то $15 примерно. 300 грамм. Дальше уже идет курица, там $5 400 грамм, там, то есть, курица это такое уже, да, не очень. Дальше смотрите, чеснок замаринованный. Стоит 570 йен вот такой вот пакетик. Значит, еще какие-то фрукты разные, там, овощи, фрукты. Такие замаринованные, вот смотрите, опять же чеснок, да? Вот такой вот чеснок. В каком-то соусе, типа замаринованный. В каком-то чае даже, наверное, вон, видите, что-то на дне такое, похоже на какие-то на листья чая. Я не знаю, что это, ну, в общем, я же говорю, что-то вот необычное. Они любят вот таким привлекать, вот в таких вот, получается, придорожных магазинчиках. Что-то здесь, но здесь семена уже идут. Дальше у нас вот эти вот грибы шиитаке. Это сушеные грибы, вот они даже легкие. Сушеные $5,5, 550 йен.
Вот такой вот пакетик грибов. Дальше какие-то уже крупы идут здесь. Много разного всякого. Мука. Хай. Также продается картошка на всяких пожарных. Картошку мы с собой взяли уже. В общем, а мне что-нибудь перекусить я таки не нашел. Сейчас буду смотреть. Надо играться с дверьми. Знаете, когда он специально ждет, пока двери закроются, и специально разбегается и проверяет, то есть успеют ли эти двери открыться. Дети, конечно, смешные. Здесь только выбор как бы небольшой, совсем небольшой. Вот. Ну и молочка. Молочка, какие-то там соки. В общем, а так выбора практически нет, на самом деле. И хлеб. Хлеб японцы на самом деле любят. Кто-то там мне иногда пишет, что хлеб не едят японцы. Кушают, как бы он не продавался. Ребята, я не заметил, для себя я могу взять какой-то супчик отсюда. И также возьму еще на утро, чтобы мы супчик покушали. Поэтому я беру вот такой вот с грибами тут и еще с чем-то, с морепродуктами. Сейчас посмотрим. Смотрите, взял я такой супчик. Здесь сразу же есть, да, микроволновка на всякий случай и кипяточек. Сейчас мы забодяжим такой супчик. Суп мисо, получается. Мисо это на бобах. Дальше вот какой-то кубик чего-то, смотрите. Его рассыпать, что ли? Или я так выкину. Ну вот, смотрите. И через буквально там 2-3 минуты уже можно его кушать. Потому что это мисо, оно как бы в воде, оно сразу растворяется в горячей воде. Смотрите, такие столики деревянные. И скамеечки, да, как, прям как раньше. Раньше у нас были такие, помню. Скамеечки. Приятного аппетита, ребят. Вот такой вот супчик. Ниссанчик, да, такой? Электрокар. Все, поехали дальше. Ребята, вот мы приехали на это место. Значит, сейчас надо сказать, что мы тут резервировали. Значит, на сутки стоит тоже около $50 примерно. Если на долларах, это чуть больше 5000 йен. Хай, конча. ございます。こちらのチェックインの用紙になりますので、はい。こちらの方にですね、今日の日にち、足とかが結構噛まれやすかったり。別にほっといたらいいですよ。蚊に噛まれたと思う感じで。何もなければ、人々によっては症状が出たりとかするんで。 Какие-то соусы к барбекю. Консервы также есть. Смотрите, это все они здесь продают сразу по месту. Ой, также фонарики. Кстати, недорого. Фонарик такой, наверное, ну, типа одноразово что. Всякие детские игрушечки. И также мороженое.
Чипсы, вода. Все, мы остановились. Вот такой вот местяк небольшой. Вот он. Опять же, также краник есть. Ключик у нас от этого краника нам дали, там в машине лежит. В общем, такой местяк. Туалет вот недалеко, вот это здание. Людей практически нету. Смотрите, какая красота. Первый раз распаковываем, на самом деле. Еще даже не знаю. What do you mean, 3 これ2じゃん。サムヤ3あるのね。1、1、エントランス。ちょっと待って。食べる？どこ歩いてるの？どこ歩いていいよ？できるようになったら。あれほら、りょうじ飲めないしでしたか。よし。Все, друзья, мы расположились. И начался дождь. Как раз вот мы раскидали всю палатку. Вот. И пошел дождь, представляете? Вот прямо сейчас вот. Ой, что я тут нагадил. Так, салфетка. Лео, зайди. У меня тут есть салфеточки. Все вытру. Пока жена не увидела, а то ж орать будет. Хорошо, что она по-русски не понимает. Отойди. Вот тут мяском чуть-чуть испортил, испачкал. Да, Лео, все нормально. Папка сделал. Все. Хай. Все, шашлык у нас опять же. Картошечка. Ну, говядины пару кусочков взяли там. А так все, и салатик, огурец, лук. Все, больше ничего нету. Хлеб, яйца. Яйца это на завтрак будем варить. Веер. Это самое лучшее для костра, реально. Вот так, раз. Все, пошло. Эта тема. Рекомендос. Ребята, дождь вообще разошелся по полной программе. Здесь... здесь так пахнет. Друзья, расскажу вам немножко про то, от чего я научился именно вот в итальянском ресторане, там где я работал посудомойщиком. Я так хватал от итальянцев там разное. Так вот, про гриль. Для того, чтобы гриль сильно не разгорался, значит, огонь, итальянцы не поливают никогда. Они также на гриле делают мясо. И прямо в ресторане, кстати, был гриль. Прям на кухне. На дровах, все дела. В общем, они всегда угли посыпают солью. Вот на такой, допустим, объем углей берешь чуть меньше жменьки соли. И просто так посыпал. И угли будут меньше. Они будут иногда разбираться, но меньше. Все, шашлык подходит к своему завершению. Уже вот малый точит вот тыкву. Тоже на мангале. Короче, будем кушать. Поели шашлычок. Сейчас будем ложиться спать. Сейчас сходим еще в душ. Посмотрим, что там у нас в душе. И будем ложиться спать. Вот у нас душ. Значит, он работает до 9 часов. Сейчас где-то 8:30.
как понять, где тут мужской. Вот женский написано на канджи. Я уже знаю, здесь вот мужской. Вот видите, это мужской означает мужчина, типа. А это женщина. Те, кто не понимает, обычно женский пишется красным. Ну, не всегда, правда. Так выглядит туалет. Посмотрим. Вот, туалет. Умывальники. Иди сюда. И вот это душ. Значит, вот душевые кабинки. Сейчас посмотрим света. Со светом. Утро. 7:30 утра. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Да, Амунай еще. Сейчас пойдем посмотрим, что у них тут есть. Люди начали потихоньку приезжать. Смотрю, тут палатку поставили рядом. Идем, Лео. Идем. Так вот места есть, а людей практически нету. Видите, это место. Вот тоже место. Такое все просто, да, то есть для машины такая парковочка. И небольшая площадка для кемпинга, для палатки, там чисто столик поставить. Смотрите, какая-то дорожка здесь была раньше, видимо. И она идет куда-то туда наверх. А, там тоже палатки, смотрю. Интересно. А здесь лес. Здесь еще один туалет, вот я вижу. Ну и все, там уже дальше дорога идет, откуда мы приехали. Вот такое небольшое место, значит, с палаточками. Все расписано, там вот A, B, значит, площадки, и C, всего 3 площадки. Dog run, то есть для собак такой вольерчик маленький. Люди, которые приезжают с собаками, а это скорее всего они здесь, типа как купают что ли собаку, а вот сам вольер такой вот. Видите, вот по периметру, значит, заборчик такой небольшой. Идем, Лео. Сейчас будем что-то готовить, что-то еще со вчера осталось. Мясо немножко приготовим, кофе сделаем. В общем, будем завтракать. Все, приятного аппетита. Ставьте лайк, пишите комментарии. Есть муравьи такие большие.
И они совсем недовольны, что мы сюда приехали. Потому что, смотрите, тут покусали всего вообще, пока спали. Ноги у меня покусаны, я в шортах спал. И сейчас я уже штаны одел. Все, друзья, мы уже закончили, собрались. Вот. Я мусор выкинул. Все, вроде мусор весь собрали, все, порядочек. Все равно за нами еще будут убирать, как бы, ну там мыть вот этот умывальник. Но все равно надо за собой сюда убирать, чтобы стыдно не было, как говорится. И совесть не мучила. Сейчас мусор выкину. И будем ехать. Тут мусор вон наш. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 мусорных баков. Плюс еще 2 для стекла и банок железных. Вот это да. Надо завязать. Опа, все, есть. Поехали. Аригато гозаймасу. Лео, идем. Ребята, по пути зайдем в рамен магазинчик. Смотрите, здесь никого сейчас как раз нету. Время подходящее, людей пусто. Сейчас посмотрим, что у них тут есть. Ой. Так. いいの？でもほらコーンあるよ。 Сразу же меня лишают кукурузы. Также здесь есть яйцо, видите? Палочки вот всегда. Вот тут. Берем палочки, ложка есть, чтобы суп. まだ食べれないよ。 Все, ребята, приятного аппетита. ちょっとでも待ってからちょっとだけ待って。 Значит, лапша. Какие-то эти. Морская капуста. 熱いかも今の。 Также тут свинина. 熱い？どう？ И яйцо, вот половинка плавает. Там, в принципе, то же самое, только у нас бульон разный. У меня бульон на мисо сварен. Мисо это из бобов, а у нее на соевом соусе. И стоит это блюдо 700 йен. То есть примерно $7. Чуть меньше даже. Ребята, еще остановились на какой-то ферме, смотрите. В интернете было написано, что они занимаются пчеловодством.
Сейчас, в общем, сейчас зайдем сами, все посмотрим вместе с вами. На улице очень жарко вообще. С машины только вышел, сразу же, ну, почувствовал жару эту. Прям очень высокая влажность. Ой, смотрите. Там что-то есть. Смотри. Опа. Лео, иди смотри. Вот это красота. А, там кролики. Они сидят, видите, они в теньке спрятались там. Видно? А тут утки. Утки, ребята. Ну, идемте посмотрим, что там есть еще. Какие-то рыбки плавают маленькие. Что? Здесь все из меда, ребята. Смотрите. Лимонный мед. Лимонный лайм. Класс вообще. Разных, видите, виноградный. Красота вообще. Класс. Здесь очень много меда. Много разновидностей меда. Смотрите. А? About to do this one, to make candle, to make bath bomb, to make soap, about honey, everything about honey, to make hand cream. В общем, тут платишь, получается, с человека 1650 йен, 20 минут. Они показывают и обучают вас, и вы даже сами можете приготовить вот мед. То есть они показывают, заводят там. Смотрите, сколько меда разного. Сейчас мы быстренько пройдемся. Это все мед, ребята, все мед. Просто я не знаю даже. Глаза разбегаются на самом деле. А вот. Вот кто-то проходит курс обучения. Сейчас подойдем, быстренько подглянем за ними. Здесь уже идет на клубнике мед. Значит, смородина. Всякие медовые конфеты уже пошли. И все это они готовят здесь, на месте. Здесь какой-то такой ресторанчик, смотрите. Мы, правда, уже покушали.
そば、そばの8、あれってこと。ね、そばの端 Есть мороженое. あ、をかけてるってこと。はい。おすすめがいい。 Смотрите, какой-то аппарат. Он уже старый, видимо. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там очень много чего интересного. Там есть чат, там можно нормально початиться. Помните «Любовь и голуби»? Когда он собрался только ехать на курорт, он говорил: в бар схожу, коктейль попробую. Вот у меня типа такого. Какой-то мужик подошел, попросил ребенка подержать на руках. Ну, здесь это как бы нормально вообще. У нас часто такое случается. Оказывается, этот мужик занимается всю жизнь марафоном. Он постоянно бегает марафоны, представляете? Смотрите, здесь соты прям. Ничего. Все, в общем, поехали мы домой теперь точно. Ребята, я смотрю, здесь даже приезжают такие вот туристические автобусы. Это пенсионеры. Вот только что я просто видел их. Пассажиры. Здесь есть клубы для пенсионеров. Там есть бесплатные абсолютно, есть платные. Но если даже платные, то они там вообще очень дешевые, в общем. И пенсионеры в основном вот так вот катаются, значит, по Японии, по всей. И, ну, заезжают в какие-то красивые, хорошие места. И также еще в этих клубах они там делают какие-то гимнастикой, занимаются там йогой. Друзья, надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всего доброго, всем пока. Лео, скажи пока. Всем пока. Peace. Давай. Вот так. Peace, бро. Все. Всем пока, ребята.